Он был уверен, что никто не укротит его дикого мустанга, сильного, яростного и абсолютно непокорного. Но все изменилось в тот момент, когда вперед вышла маленькая девочка и сделала то, что казалось невозможным. На аукционе собралась большая толпа зрителей. Люди переговаривались, обсуждали лоты и с нетерпением ждали главного события дня. Главной сенсацией стал дикий мустанг, которого выставил на торги местный аукционист по имени Ричард. Этот конь сразу привлекал внимание. Мощный, стремительный, с огнем в глазах, он казался воплощением самой природы, необузданный и свободный. Мустанг отличался не только силой, но и яростным нравом. Никто не мог подойти к нему без риска. Стоило человеку приблизиться, как жеребец вставал на дыбы, бил копытами и резко мотал головой. Каждый, кто пытался оседлать его, оказывался на земле буквально через несколько секунд. Ричард с гордостью заявлял, что этот конь – символ свободы, и укротить его не под силу никому. В его голосе звучала не только уверенность, но и желание произвести впечатление на публику. Зрители с интересом наблюдали за очередными попытками смельчаков. Один за другим опытные наездники подходили к мустангу, но терпели неудачу. Толпа то замирала, то взрывалась смехом и возгласами, когда очередной человек падал в пыль. Атмосфера накалялась, превращая происходящее почти в зрелищное представление, где человек и природа сходились в противостоянии. В стороне, немного поодаль от шумной толпы, стояла маленькая девочка, пришедшая на аукцион вместе с отцом. Она внимательно наблюдала за происходящим, и в ее взгляде не было ни страха, ни насмешки, только искренний интерес и какая-то тихая уверенность. Когда взрослые мужчины один за другим отступили, девочка неожиданно сделала шаг вперед. Сначала никто не обратил на нее внимания. Люди были уверены, что ребенок не сможет сделать то, что оказалось не под силу опытным наездникам. Однако девочка медленно приблизилась к мустангу, двигаясь спокойно и уверенно, без резких жестов. Постепенно шум в толпе начал стихать. Люди заметили ее и замерли в ожидании. И произошло нечто удивительное. Жеребец, который еще мгновение назад бушевал и сопротивлялся каждому приближению, вдруг остановился. Он внимательно посмотрел на девочку, словно пытаясь понять ее намерение, а затем неожиданно опустил голову. В его поведении исчезла агрессия, уступив место настороженному спокойствию. Девочка протянула руку и осторожно коснулась его морды. Это было простое, но наполненное доверием движение. Мустанг не отпрянул. Напротив, он словно сам искал этого прикосновения. В этот момент между ними возникла невидимая связь, которую невозможно объяснить словами. Толпа замерла в изумлении. То, что взрослые пытались сделать силой, ребенок сделал с помощью мягкости и искренности. Мустанг позволил ей погладить себя, а затем сделал шаг вперед и последовал за ней, как будто давно знал ее. В его движениях больше не было ярости, только спокойствие и доверие. Аукционист Ричард стоял ошеломленный. Все, во что он верил и чем гордился, рушилось прямо у него на глазах. Он считал этого коня непокорным символом дикой природы, но теперь видел перед собой совсем другую картину. Маленькая девочка доказала всем, что даже самое дикое сердце можно тронуть не силой, а добротой. С этого дня история мустанга изменилась. Он больше не был лишь символом ярости и свободы. Он стал символом доверия, понимания и силы человеческой души. Люди еще долго вспоминали этот случай, рассказывая о том, как искренность и чистота сердца способны творить настоящие чудеса, напоминая каждому, что иногда мягкость оказывается сильнее любой грубой силы.